Привет! Специально для тебя интересное видео без лишних слов. Маникюр подручными материалами. В интернете нам часто показывают то, что мы должны увидеть. Зачастую это правильная красивая картинка. Я же сегодня покажу, возможно, не такую красивую, но правдивую картину своей работы. Более 10 лет назад я решила попробовать делать ногти. В тот момент у меня не было денег ни на хорошие курсы, ни на качественные материалы. Да какие там курсы? В тот момент не было даже в интернете такой подробной информации, как делать ногти. В принципе, все на месте, там один потерялся. Дай вторую ручку. Вот. Что будет после коррекции, увидим позже. Ногти мы сделали. Сейчас посмотрим на результат после коррекции. Мы сменили форму. Вот, смена формы ногтей из квадрата на овал, миндаль. Идет мягкая растяжка, микроблеск. Так. Здесь тоже точно так же, без всяких узоров. Ну, они, в принципе, полностью дополнены, ничего больше и не нужно. Ноготь отремонтировали мы, которого не хватало случайно. Все, ногти нравятся? Да. Все, ногти нравятся. Спасибо. Поэтому я делала ногти методом проб и ошибок. Досмотри видео до конца, там я расскажу, как мне удавалось стерилизовать инструменты, не имея сухожара. Итак, толстая, сухая, налипшая, стелящаяся кутикула. И огромное усложнение к ней – это тонкая кожа с поверхностными капиллярами. Здесь еще даже до обработки кожа над кутикулой красная, и стоит немного надавить, как пойдет кровь. И сейчас я покажу способ, как даже не имея опыта, можно сделать идеальный срез, не поранив клиента. Как я уже и говорила, на дорогие инструменты и материалы денег у меня не было. Я их заказывала с AliExpress. Это самый дешманский пушер. На тот момент мне не было с чем сравнить, а сейчас могу сказать с уверенностью, что инструмент отлично заточен, и работать с ним было довольно удобно. Первое, что мы делаем, это смотрим, где же начинается кутикула. Эта линия отлично просматривается. Вот именно по этой линии вначале необходимо протоптать дорожку. Без нажима, без давления, аккуратно протаптываю себе путь. Двигаюсь одной линией. Здесь кожа сухая, и в некоторых местах инструмент идет туго. С размягченной кожей работать было бы легче, но я показываю так, как работала раньше. Путь для инструмента проложен. Теперь режущее полотно никуда не сдвинется. Можно перейти и к срезу кутикулы. Движем инструмент по протоптанному пути, делая совсем небольшой нажим. Необходимо чувствовать инструмент и понимать, с чем вы работаете. Ни в коем случае нельзя повредить ноготь. Делая срез таким образом, хорошо различается, когда вы режете кожу и когда глубже идти уже нельзя. Сейчас хорошо видно, что кутикулу от кожи мы отделили. Теперь необходимо лишь счистить ее с ногтя. Сошкрябываем ее, как замороженный кусочек сливочного масла. Получился прямой чистый срез, никакой бахромы, никаких задир. Остается лишь счистить с ногтя остатки птеригия.
А сейчас покажу процесс не в замедленном режиме, а работу обычной скорости. Двигаюсь короткими движениями. Первое движение – протаптывающее путь, чтобы инструмент не соскочил и не ранил. Второе движение по этому же месту уже идет с небольшим нажимом. Чувствую, с чем работаю, срезаю лишь кожу. Инструмент ногтя не касается. А сейчас я поделюсь секретом. Как же мне удавалось стерилизовать инструмент, не имея дома сухожара? Все дело в том, что на то время параллельно я работала еще и медсестрой и имела свободный доступ к автоклавам. Пусть я и работала дешевыми китайскими материалами, но самое главное правило – правило стерильности. И я не нарушала никогда. Запомните, на вашей ответственности лежит здоровье и даже жизнь ваших клиентов. Этим правилом пренебрегать нельзя. С каждым шагом продвигаюсь вперед. Первым движением делаю насечку. Второе движение с небольшим давлением делает срез. Проверочная ходка от правого к левому синусу одним полным режущим движением, а после остается лишь счистить отрезанное. Если бы я сама не работала таким способом, глядя на это видео, оно бы меня поразило, возмутило, причем очень бы возмутило, и, наверное, даже повергло в шок, так как если работать наобум, то этот способ может быть очень травмоопасен, может повредить ноготь и матрикс. Подчищаем остатки птеригия. Кстати, таким способом я работала около 2, а может даже и 3 лет. И на самом деле я знала, как срезать кутикулу, что ее нужно срезать ножничками. Но так мне казалось быстрее, безопасней и намного удобней. Маникюр получался чистым. Хочу отметить, за все время работы таким способом ни один ноготь не пострадал. Ногти не деформированные, клиенты не ранены. А вот срез кутикулы оставался чистым. Все, что остается, это очистить остатки птеригия с ногтя. На тот момент, первое время, птеригий я убирала пилочкой, затем поднакопила и купила себе суперфрезер Nail Drill. Это было такое счастье, что вы себе не представляете. Сейчас же, где не предполагается последующее покрытие, где нужно привести в порядок натуральную ногтевую пластину, я работаю с помощью безопасной насадки. Это насадка, которая не имеет напыления. Она счищает лишь птеригий, при этом не повреждая натуральную ногтевую пластину. Насадка отлично справляется со своей работой. При этом, даже если вы случайно ткнете носиком в кожу, вы не раните клиента. Ведь не зря насадка называется безопасная. Ссылку на материалы скину в описании под видео. Очистив ноготь от птеригия, счищаю пыль, дальше я обгрызла ногти и полирую их с помощью масла для кутикулы. А теперь можно посмотреть и на результат. Чистый ровный срез, ни бахромы, ни заусенец. Клиент не ранен, при том, что капилляры расположены очень близко к поверхности. Подобный способ среза хоть и нестандартный, но довольно эффективный. Избавление от кутикулы происходит довольно быстро, так как нет лишних движений. Кстати, сделав срез таким способом, и отрастать кутикула будет аккуратно, ровной прямой линией. И больше не будет эффекта обкусанной кутикулы. Также вы избежите заусенец. Надеюсь, видео было интересным, а возможно даже полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Увидимся в следующем видео. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.